Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Возможно ли, чтобы музыкант, рожденный и выросший в сердце корейской поп-индустрии, смог преодолеть границы жанра и культуры, превратившись в мировую икону моды, которой восхищаются парижские дизайнеры, креативные директоры Милана и редакторы Vogue в Нью-Йорке? Возможно ли, чтобы айдол, когда-то известный своим мягким баритоном и теплой улыбкой на сцене, стал новым символом элегантности и загадочности в мире высокой моды? Есть имя, которое способно заставить на мгновение замолкнуть улицы Парижа. Имя, при котором фотографы перестают говорить, дизайнеры переглядываются и мир моды меняет свое направление внимания. Не из европейской аристократической семьи и не из знаменитой модной династии, он пришел со сцены корейской музыки. Он ступает спокойно, но его присутствие отзывается эхом далеко за пределами континентов. Сегодня речь идет не просто о певце, красивом лице или мировой поп-свите. Мы говорим о феномене, о художнике, который заставил модный мир согласиться с одной фразой: «Он не следует моде, мода следует за ним». Несколько лет назад такой вопрос мог прозвучать как мечта фаната, но теперь у мира моды есть ответ. Ким Тэхён, или Ви, как его знает весь мир. Имя Тэхёна больше не означает только музыку. За последние годы, особенно с началом его сольной карьеры, артист, который родился в Тэгу, стал фигурой, выходящей за пределы категорий. Он уже не просто певец, не только перформер и не просто икона кей-поп. Он стал точкой пересечения между самовыражением и эстетикой, между музыкой и модой, между идентичностью и глобальным культурным диалогом. Его присутствие на престижных событиях, таких как Vogue World и Неделя моды в Париже, не только вызывает восторг поклонников, но и меняет взгляд мира на то, роль азиатских артистов в международной модной индустрии. Тэхён приходит туда не ради позирования перед камерами, он приходит, чтобы переписать представление о том, кто достоин называться иконой в мире моды, где десятилетиями доминировали западные лица. Когда Тэхён прибыл в Париж на Vogue World 2023, Рю Сан-Ороне превратилась в море людей. Камеры, телефоны, длинные объективы – все было направлено на него, словно он и был настоящим подиумом. В классическом черном костюме Селин он не пытался привлечь внимание, но именно в этой сдержанности он стал центром всего. Он шел спокойно, уверенно, с мягкой, едва заметной улыбкой. Одна фотография, взгляд Тэхёна прямо в камеру, в свете города и окна автомобиля стала вирусной по всему миру. Через 2 часа Ким Тэхён стал глобальным трендом. Тысячи медиа и поклонников описали его одной фразой: «Он не носит моду, он и есть мода». Почему же мир моды влюбился в него? Возможно, потому что Тэхён понимает то, что редко удается современным знаменитостям – молчание, которое говорит. В мире моды, полном кричащих красок и эксцентричных форм, он выбирает утонченную элегантность, монохромные оттенки, мягкие ткани, свободные силуэты, где мужественность соединяется с нежностью. Его стиль – не работа стилистов, а отражение его души. Художника, понимающего, что истинная красота не кричит, а шепчет. Хеди Слиман, легендарный креативный директор Селин, известный своей требовательностью к выбору муз, сделал его одним из своих вдохновений. Слиман, создатель эстетика современной рок-кутюр Сен-Лорен и Селин, увидел в нем редкое равновесие между мягкостью и силой, между ностальгией и современностью. Один французский модный журналист написал: «Ви обладает аурой, которой невозможно научить. Он не пытается быть стильным, он стиль, и этого достаточно, чтобы мир замолк на мгновение». Этот путь не возник внезапно. Тэхён не стал иконой моды лишь благодаря популярности BTS. Он создал это через визуальную последовательность и глубоко укорененную художественную чувствительность. С самого начала он был тем участником группы, который уделял особое внимание эстетике, от одежды до жестов перед камерой и передачи эмоций на сцене. Со временем его вкус развился в узнаваемый визуальный язык, соединяющий винтажную европейскую атмосферу и спокойный восточно-азиатский минимализм. Когда Vogue World усадила его в первый ряд с Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и Зендей, мир понял, представление о моде изменилось. Речь уже не о цвете кожи или национальности, а об истинности выражения. Спокойная уверенность и притягательная скромность сделали Тэхёна символом нового поколения, где музыка, искусство и мода переплетаются, создавая новый язык идентичности. И все же среди огней и роскоши Тэхён не кажется пленником своего модного образа. В одном интервью после Парижа он сказал:
Я просто надеваю то, что кажется мне правильным. Я не пытаюсь быть кем-то другим. Я хочу выражать свое настроение через одежду так же, как и через музыку. И именно поэтому ему верят. Потому что он не стремится вести моду, он позволяет моде идти за ним. Теперь каждое его появление не просто момент для прессы, а событие, за которым следят миллионы. Международные медиа, Vogue, Harper's Bazaar, GQ не раз называли его воплощением современной элегантности. Аналитики мира моды называют это «тихой революцией стиля», когда сила не в громкости образа, а в притягательной тишине. Но важнее всего то, что феномен Тэхёна означает перемены куда больше, чем индивидуальный успех. Мир открывает двери азиатским лицам не просто для присутствия, а для лидерства. Корейский артист с мягким взглядом и голосом, способным успокоить, теперь сидит в первом ряду Парижской недели моды, и это не просто личная победа, но и победа культуры. Многие понимают, Тэхён делает что-то куда больше, чем впечатляющие выходы на красную дорожку. Он стирает границы между музыкой и модой, между искусством и коммерцией, между сценой и подиумом. Он – символ новой эпохи, в которой певец может стать послом моды, не теряя своей художественной сущности. Эпохи, в которой одежда может звучать, а музыка быть видимой. И теперь, когда мир моды продолжает двигаться вперед, ясно одно – Тэхён пришел не чтобы следовать потоку, а чтобы формировать его. Он не ищет признания, признание ищет его. Он не просто часть культурной волны, он один из тех, кто создает ее. Среди вспышек камер, шелеста шерсти и легких шагов по парижским улицам мы понимаем одно. Величие не всегда приходит с громким звуком. Иногда оно проявляется в спокойном взгляде, легкой улыбке и в человеке по имени Ким Тэхён.